прямом эфире информационного канала Севастополя. Программа «Полчаса о главном». Меня зовут Николай Скребец. Здравствуйте, уважаемые друзья. Страны-матушки Земли настолько взаимосвязаны друг с другом, что ни одно государство сегодня не в состоянии проводить свою политику без учета интересов мирового сообщества. Так должно быть. К сожалению, реальность несколько хуже. После 1945 года мировое сообщество 250 раз, вдумайтесь в эту цифру, 250 раз вовлекалось в войны и военные конфликты. В них участвовало более 90 государств мирового сообщества, а только военные потери составили 35 миллионов человек, не говоря о потерях гражданского населения. Проблемы и перспективы сохранения мира, современная проблематика международных отношений – это тема нашего сегодняшнего разговора. В качестве эксперта в этой студии мы рады приветствовать Ивана Александровича Чихарева, директора Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета. Добрый вечер. Здравствуйте. Информация для наших телезрителей. Мы, как всегда, работаем в прямом эфире, в интерактивном режиме, а следовательно, все ваши вопросы вы можете адресовать по более знакомому телефону 54 62 72. Попытайтесь по нему дозвониться, я думаю, что удача будет с вами. Иван Александрович, вот не устарел ли сам термин международная политика, международные отношения в понимании того, что это, в общем-то, политическая деятельность субъектов международного права, направленная прежде всего на стабильный мир, общую безопасность, и сохранение экологии, борьба с нищетой и отсталостью? Вы знаете, действительно, в современном мире ведутся дискуссии относительно применимости устоявшихся клише, существующих, сложившихся понятий. Международная политика, как многие говорят, сейчас заменяется мировой политикой, глобальной политикой, транснациональными отношениями. Но акцент здесь не на цели. Цели во все времена были разными. И эгоистические цели, конечно же, преследовали государства, и в то же время велась и борьба, и человечество выстраивало какие-то гармоничные международные институты. Сейчас все больше внимания обращается на то, что негосударственные акторы принимают участие в международных отношениях, и именно это часто препятствует их гармонизации, потому что если государства между собой выработали договоры, систему международного права, то акторы негосударственные, террористические структуры, такие полувоенные образования, как мы видим в современных международных конфликтах, различного рода олигархические группы оказывают влияние на эти процессы, на международные процессы, и это, к сожалению, уже гораздо сложнее контролировать, чем в условиях классического международного порядка. Вернемся все-таки к классике. Существует две парадигмы, две системы взглядов на международный порядок, на ту же стабильность, на международные отношения. Первая, основанная или сторонники которой, в общем-то, пользуются трудами Франциска де Витори, и это 16 век, если мне не изменяет память, и его, так сказать, последователя Иммануила Канта, 18 век, которые считали, что мировой порядок должен зиждиться на общечеловеческих ценностей и нормам международного права, построенных на этих ценностях. Почему сейчас, в общем-то, и общечеловеческие ценности не срабатывают, а иногда и нормы международного права? Вы совершенно правы. Во-первых, Николай Андреевич, хочется поблагодарить за такое глубокое рассмотрение этого вопроса. Спасибо, я уже покраснел. Да, очень важно. Мы с вами в этом солидарны. Мы рассматриваем Севастополь, севастопольскую аудиторию, как весьма интеллектуально такую взыскательную, в хорошем смысле, публику. Поэтому очень важно, что действительно на таком уровне вопросы обсуждаются. Действительно, одна из парадигм, одна из традиций в изучении международных отношений, так называемая идеалистическая, или либерально-идеалистическая, гласит, заявляет о том, что международные отношения могут и должны, потому что у нее есть нормативный такой настрой, она настроена, эта традиция, на перекраивание мира в хорошем смысле к лучшему, по лучшим образцам, по лучшим моделям, строится на моральных принципах, на международном праве. Вы говорите, что изменилось сегодня, но по факту во времена Канта также ситуация была очень сложная, и многие современники иронизировали над моделью вечного мира Иммануила Канта, который говорит, прекрасная модель, но для ее воплощения не хватает мелочи, согласия всех европейских монархов. Это, к сожалению, и сам Кант, как вы знаете,
знаете, которое, кстати, после присоединения Кёнигсберга стал подданным Российской империи, сохранил это подданство до конца жизни, уже не изменив, хотя Кёнигсберг отошел Пруссии. Кант, в общем-то, стоял на том, что, несмотря на все обстоятельства современности, когда-то мир может быть устроен, вот когда-нибудь сможет быть устроен по этим лекалам. При этом он говорил, что должны измениться сами государства. Он говорил о том, что порядок, внутреннее устройство государства должно стать принципиально иным. Он тоже понимал, что в его время это невозможно, ну и, наверное, в обозримой перспективе также. Но это не мешало ни ему, ни другим сторонникам мирного, морального переустройства международных отношений и бороться в прошлом, и сегодня выступать за гармонизацию. И мне кажется, что без таких людей, хотя они, конечно, идеалисты, романтики, да, от международной политики, мир был бы хуже. Поэтому это очень важно. От Канта шагнем в 20-е столетие, да, и первым воплощением вот идеи Канта уже в современности, будем говорить так, явился Вудро Вильсон, да, 27-й, по-моему, президент Соединенных Штатов, который внедрил вот эту систему моральных ценностей и международного права сначала на Лиге наций. И она действительно свое, наверное, значение имела в то время, хотя не предотвратила Вторую мировую войну, это так. А потом уже появилась и Организация Объединенных Наций. Вопрос вот в чем. Является ли сегодня ООН вот тем гарантом стабильного мира, с коими надеждами оно и строилось после 45-го года? Ну, вы знаете, во-первых, по поводу первой части, все-таки мы должны отличать Канта от Вудро Вильсона, как представителей разных эпох и школ. И, конечно, все-таки понимать, что вильсонианство, безусловно, ему были присущи те черты, о которых вы сказали. Действительно, создание Лиги наций – это 14-й пункт из известной речи Вудро Вильсона, его инициатива. Но уже тогда, при его выступлении в Конгрессе, сейчас уже открыты документы соответствующие, там ряд комментариев, которые касались внутреннего устройства советской России, что нужно каким-то образом содействовать той или иной трансформации. То есть вильсонианство, помимо вроде бы такой благостной оболочки, которая закрепилась, в общем, в такой конвенциональной истории, за ним содержит уже какие-то первые зерна, да, американского интервенционизма, как говорят политологи-международники. Это что, то есть Вильсон не был идеалистом до мозга костей, не был, значит, моралистом, философом таким, каким был Иммануил Кант. Что касается Организации Объединенных Наций, то вы буквально тоже в центре повестки, о чем мы постоянно говорим, что Севастополь может и должен находиться в центре мировой повестки. В этом отношении спасибо вам большое за такое понимание. Сегодня буквально генеральный секретарь ООН заявил, что в мире продолжилось по факту или родилось второе издание «Холодной войны», и руководитель, по сути, председатель Генсек ООН заявляет, что организация не справляется, что несмотря на все усилия, несмотря на надежды, что после «Холодной войны» все изменится, по сути, вновь возникает соперничество больших держав, великих держав мировой политики. И оно даже более многомерно, более сложно, чем то, что было в период советско-американской конфронтации. Региональные блоки, их конфигурации, отсутствие блоковой дисциплины, негосударственные акторы, о которых я сказал в начале, которых очень сложно контролировать. Они меняют, во-первых, сам мир и сам инструмент, который появился в мире межгосударственной политики, международной политики, как мы это назвали, он уже не работает и не может работать. Конечно же, несмотря на то, что Россия занимает достойное место в ООН и является постоянным членом Совета Безопасности ООН, эта организация должна медленно, но очень, так сказать, целенаправленно реформироваться с учетом интересов международного сообщества. Не превращается в гайд-парк. Да, это интересный тоже вопрос, отдельный вопрос, как, в каком направлении реформировать. Прежде всего, главный вопрос реформы ООН, хотя там много всяких, это огромная организация, там, как шутят в Нью-Йорке, если из этого здания убрать 5 этажей, мир разницы не заметит. Но суть в чем? Суть в конфигурации Совбеза. Да, постоянные члены, право вето или принцип единогласия, как его корректно называть с точки зрения международного права, он здесь важен и он является главенствующим. С другой стороны, превращать это в такое общее, значит, полностью неконтролируемое и без закрепления статуса, значит, тех самых последствий Ялтинской, кстати, системы международных отношений, которая здесь неподалеку в 1945 году, как вы справедливо указали, ковалась,
Это неправильно. Но и ограничивать вот 5 постоянными членами, а главное, постоянно заводить вот ситуацию конфронтации, наверное, тоже многие согласны. Группа мудрецов, которая еще в начале 2000-х годов предлагала различные варианты реформы, да, со стороны нашей страны, со стороны Российской Федерации входил Евгений Максимович Примаков. Очень серьезные разработки были, есть разные проекты реформы. Уверен, что здесь тупика нет, действительно. Но не хватает мелочи, как и с Кантом. Согласие всех. Слава богу, но перспектива есть, да? Вот смотрите, в самом начале нашего разговора мы коснулись, так сказать, субъектов международного права, говорили о государствах, говорили о неформальных объединениях, которые мешают, в общем-то, стабилизационным моментам в мире. Но к субъектам международного права относятся и международные организации, в том числе, в общем-то, верующих наших, религиозные международные организации. Вот способны ли они сегодня удержать вот мировую политику в рамках нравственности или высоких нравственных идеалов? Да? Я имею в виду вот совместное послание двухлетней давности из Гаваны папы римского Франциска и святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла, вот после обстрела вновь было такое воззвание к мировым лидерам сесть за стол переговоров. И вот как вы думаете, повлияет ли это или остудит ли вот пыл наш? Ну, мы с вами любим обращаться к понятиям, да, собственно, религия – это связывание, да, это то, что должно людей объединять. Другое дело, что несколько религий, там, или многие даже несколько мировых религий, многие другие религиозные сообщества, которые существуют в современном мире, они, конечно, чаще, опять же, конфликтуют и по разные стороны баррикад помещают, в том числе и паству, и сообщество. Даже в рамках христианского, единого христианского мира существуют, да, очень серьезные, очень глубокие, вот претендует Украинская православная церковь на автокефалию, поэтому здесь очень сложные процессы. Тем не менее, нельзя не признать, что в различные периоды истории церкви и различные мировые религии оказывали позитивное влияние. Причем это касается, прежде всего, христианства, конечно, но и других религий, там, допустим, индуизма, который представляет собой достаточно такой синтетический образ мира, и на нем во многом строится такая вот политика мирного существования, которую заявляет Индия, хотя она тоже вынуждена принимать участие, как вы знаете, в тяжелых хронических конфликтах. Безусловно, мне кажется, что особенно, опять же, в Севастополе вы видите, что я каждый сюжет стараюсь применить к нашему любимому городу-герою. Православия. Да, но с другой стороны, обратите внимание, какие интересные процессы. Папа Климент, который почитается в равной степени и в православии, и в христианстве, и для Севастополя это важнейшая символическая фигура. Другие религии, и мусульманство, и иудаизм, которые в Севастополе, в отличие, может быть, от каких-то других регионов, в особом мире, в особой гармонии находятся. Почему же мы не можем говорить о том, что есть опыт, есть синтез? И модель для всего мира. Модель, может быть, для какой-то части, по крайней мере, потому что, вот как мы называем в Севастопольском государственном университете наш регион, Большое Средиземноморье. То есть колыбель многих цивилизаций, в принципе, район, где зародилось современное человечество. И здесь есть общие ценности, общие смыслы, которые характерны, в принципе, для базовых мировых религий. И они вот на таком глубоко понятом уровне, на такой вот глубине, наверное, могут быть способом не разъединения, но объединения мирового сообщества. Мы начали с парадигмы, родоначальником которой являлся в том числе и Кант, да? Помянули его добрым словом. Ну вот теперь давайте перейдем ко второй системе взглядов, ко второй парадигме. Это парадигма политического реализма. Она основывается в основном на национальном интересе, а это уже эгоистичные какие-то мотивы сразу. Вот как вы считаете, большинство стран сейчас цивилизованного мира именно
эту практику международных отношений преследует? Ну, вы знаете, если говорить о том, насколько в разные периоды мировой истории популярны те или иные традиции, те или иные взгляды на устройство миропорядка, можно говорить о таком волновом процессе. Вот, допустим, мы вспоминали период окончания, завершения Холодной войны, то, что действительно такая модель либерального конца истории предлагалась, глобализации, что мир станет целостным, взаимосвязанным на основе либеральной идеологии, и что не будет конфликтов, как между Советским Союзом и США, вернее, на периферии, да, биполярного мира. Но мы видим, что уже к концу 90-х годов по ряду причин, в том числе потому, что лидер либеральный, другие причины понятны, там и рост Китая, рост России, исламских стран, которые громко о себе заявили, других самостоятельных субъектов международных отношений. Но самое парадоксальное, что, собственно, казалось бы, главный адепт, главный актор либерального вот этого миропорядка, Соединенные Штаты Америки, стали выступать с очень жестких силовых позиций. Мы вот парадоксальным образом видим уже в наши дни повторение этого, когда без санкций Совета Безопасности ООН на основе эгоистического интереса, потому что у нас на самом деле национальный интерес более объемная формулировка. Национальный интерес срабатывает и в политическом реализме правильную, иногда даже позитивную роль играет тогда, когда государство уважает национальные интересы других участников международных отношений. Когда есть только один эгоистический интерес, превращается, по заявлению одного из реалистов, исследователей международных отношений, капризная внешняя политика. Когда ничем не ограниченный суверен, абсолют международных отношений, начинает действовать так, как ему заблагорассудится, что интересно, часто портит себе картину. Вот. И сейчас действительно политический реализм в этом смысле лучше отражает картину мира. К сожалению, в кризисе международные институты, начиная от Организации Объединенных Наций, заканчивая такими неформальными объединениями, как Большая Семерка, да, многие в кризисе институты права, не говоря уже о моральных принципах, которые не воспринимаются всерьез. Поэтому, да, на сегодняшний момент я бы утвердительно ответил на ваш вопрос. Политический реализм в различных его версиях, это тоже многоплановое такое течение интеллектуальное, он в целом лучше отражает картину современных международных отношений. Ну, система стремление к системе доминирования или к доминированию в международных отношениях, оно ведь иногда идет во вред даже общему делу, общей стабилизации. Ну, возьмем тоже Ближний Восток, да? Ведь в свое время разбомбили Ирак, разгромили Ливию. Сейчас через 4-2 года после этих событий вдруг МИД Великобритании заявляет: и в Ираке мы ошиблись, и вот в Ливии мы ошиблись. Ребята, ну вы получили такой прирост беженцев, только один фактор. Зачем же такие ошибки? Зачем на грабли наступать? Сейчас продолжается эта система? Ну, вы знаете, дело в том, что по оценкам современных политологов здесь используется совершенно сознательно технология так называемого управляемого хаоса. То есть, грубо говоря, при ломке политического режима наступает некий бесконечно, неопределенно длительный период политического транзита. К сожалению, Соединенным Штатам Америки, союзникам, может быть выгодно, чтобы он достаточно долго продолжался, потому что это военную промышленность Соединенных Штатов нагружает заказами, безусловно, дает преимущество, да, по развитию различного рода бизнеса. Это тоже национальный интерес. Конечно, конечно. Экономика очень сильно зависима, тоже она имеет инерцию после Холодной войны, она очень сильно зависима от крупных заказов в сфере вооружений, в сфере военно-промышленного, военно-технического сотрудничества, военно-промышленного комплекса. Поэтому нам кажется, что ничего не получилось, а может быть как раз это и было целью. Да, дестабилизация целых регионов на длительное, на значительное время. Вот мы тоже будем говорить об этом в нашей программе «Панорама», которая скоро будет на информационном канале Севастополя. Сегодня, наверное, да, немножечко приоткроем. Скажем, да, в конце нашего выпуска скажем. Да. Но мы видим, что в отличие от той трансформации, которая получила уже в международной практике название «Русская весна», те трансформации, которые, как арабская весна или другие цветные революции, они приводили не к тому, не к миру и процветанию, и спокойствию, теплой весне, как у нас в Севастополе, в Крыму, а к хаосу, разрушению, деградации вообще общественного порядка и деградации человека. Да, поэтому это очень важно понимать. Может быть, это не то, что у них ничего не получилось. Может быть, они этого и хотели, так если быть политическими реалистами. Хорошо. Один частный вопрос хотел бы вам задать. Вот принцип политического реализма предполагает
предполагает, в общем-то, что нельзя политику международную рассматривать через призму психологического феномена. Вот здесь автор этой теории Ганс Гнау не ошибся, да? Не ошибся вот с посылом на нынешнее руководство североамериканского нашего партнера. Очень интересный, очень глубокий вопрос. Отвечу таким образом. Опять же, немножко раньше сказал, есть разные версии реализма. Реализм структурный, который все выводит из структуры международных отношений, с баланса сил. Кто сколько весит, так и может действовать на международной арене. Есть различные формы реализма, построенные в том числе на анализе государственных факторов и даже психологических феноменов. Очень интересно, вот вы вспоминаете Ганса Моргентау, известный сторонник структурного реализма Кеннет Уоллс, говорил о том, что можно до сколько угодно учитывать психологические факторы, брать мотивацию лидеров. Я очень люблю этот пример, часто в лекциях привожу. Но их изучать не надо, потому что если они действуют вопреки объективному балансу сил, они так и геройски погибнут на фронтах, значит, вот этой вот... Главное, чтобы за собой не потянуть. Да, ну и поэтому вот эти все неадекватные реакции, когда психологизм, когда психологическая даже неустойчивость служит мотивацией, да, в принятии государственных решений, это приводит к печальным последствиям. Ну, например, известный случай грузино-юго-осетинский конфликт. Помните, актор, известный президент Грузии, он впоследствии много еще где себя зарекомендовал с разных сторон. Но тогда объективная ситуация, баланс сил региональный, безусловно, там кратно в пользу Российской Федерации, но тем не менее некое решение и последствия. Ну вот хороший пример того, как реалисты трактуют тонкий психологизм, мотивации разных акторов международных отношений. Вот такая мне еще тема интересная сегодня. Многим известна фраза военного стратега, военного философа Карла фон Клаузевица: «Война есть продолжение политики иными средствами». Вот сегодня американские, в общем-то, международники, сейчас я их назову Блэквилл и Харрис, говорят, что пришло время для ее политики, и она должна стать с ее инструментами воздействия основой дипломатии современной. Вот в связи с этим, насколько действенны вот эти вот инструменты для нас, для России, для Севастополя, в частности, мы в так называемой там серой секционной зоне нас относимся. И кто-то может вот в этих устремлениях Западу поставить себя так, как, наверное, президент Франции де Голль в свое время в 1966 году, который резко повернул внешнеполитические курсы, даже военную доктрину пересмотрели и сделали доктриной обороны по всем азимутам. Сейчас есть такие перспективы? Ну, во-первых, стоит согласиться, что средства, которыми ведутся войны, они очень сильно диверсифицированы, и сложно отличить войну от мирного какого-то или псевдо, там, квази-мирного состояния. И действительно, мы не будем сейчас обсуждать все инструменты так называемой гибридной войны, которые ведут друг против друга. Вы задали конкретный вопрос по поводу геоэкономических инструментов, да, и по поводу санкционного режима. С одной стороны, да, есть достаточно тоже глубокое убеждение, вот и Франциско де Витория, которого вы упоминали, и Иммануил Кант, которого считают идеалистом в международных отношениях, он в свое время говорил, что дух торговли препятствует духу войны. И когда есть экономическое взаимодействие, когда нет режима санкций, каких-то ограничений, сдержек, это лучше влияет и на политическое состояние, на состояние отношений между нациями. С кем торгует, с тем не воюет. Конечно, конечно. Поэтому нельзя отрицать, что экономическое взаимодействие – это серьезный такой фундамент мира, мирного сосуществования и так далее. Если говорить конкретно о нынешней ситуации, то Россия показала очень высокую резистентность по отношению к санкциям. И нужно учитывать, почему я вот фокусируюсь именно на этом моменте. Россия просто не совсем тот объект, к которому удачно применимы санкции. И из-за того, что очень Россию не понять, да, даже санкционным. Здесь есть сугубо, да, такие геоэкономические объективные моменты, которые связаны с тем, что Россия просто очень разнообразна по своему экономическому потенциалу, и санкции в некоторых сегментах, прежде всего, классически уже ставших сельское хозяйство, они просто подняли целые регионы, да, будем говорить, не то, что там отрасль, а мы знаем, наши соседи, любимый Краснодарский край, там Ростовская область, у них просто все в этом отношении
Япония стала совершенно на другом уровне. Или, допустим, центральные районы России, где Черноземье, тоже совершенно другая ситуация. Поэтому можно говорить об этом. Ну, естественно, мы не можем заявить о том, что это благо, и что вот санкции, давайте так и жить дальше. Это тоже какой-то момент, какая-то ситуация. И должна быть все-таки разработана система шагов по выходу из этого. Мне кажется, опять же, говоря о Севастополе, обсуждая, в частности, совсем свежие недавние итоги Ялтинского форума, и губернатор Севастополя, и глава Республики Крым вышли на целый ряд международных соглашений. По сравнению с прошлыми годами это, несомненно, шаг вперед, и дальше по нарастающей, потому что инфраструктура развивается, ситуация в мире меняется отношение европейских партнеров к нам, поэтому мы... Иван Александрович, вот я здесь перебрал кучу еще вопросов, которые мы не успели рассмотреть сегодня, но я хотел бы выполнить свое обещание и представить вам время. Я знаю, что вот эта тема в более широком круге будет обсуждаться в программе «Экспертный клуб «Панорама». Кого вы туда приглашаете и когда ждать ее выхода? В мае программа выйдет в эфир информационного канала Севастополя. Очень хотелось бы сказать о том, кто будет в числе наших экспертов. Мы здесь постарались совместить и такой академический взгляд на политику, на международную политику, но и взгляд, собственно говоря, непосредственных участников политических событий. Поэтому у нас в студии и с комментариями, в том числе из Москвы, будут московские эксперты ведущих аналитических экспертных институтов, связанных с анализом международных отношений, но и наши севастопольские политики, которые участвовали и продолжают участвовать в ряде международных событий, поэтому будет интересно. Спасибо большое. Гостем прямого эфира сегодня был Иван Александрович Чихарев, директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета. Спасибо вам за участие в этой программе. Ну а нашим всем телезрителям всего самого доброго. До встреч, новых встреч в рамках программы «Полчаса о главном».